Всем привет, меня зовут Ксения. В этом видео я вам покажу, как наносить декоративный песок для стен таким образом. Как обычно, я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Подготовленную прогрунтованную поверхность необходимо покрасить акриловой водоэмульсионной краской. Для этого я буду использовать валик с коротким ворсом. Беру краску, наливаю в ванночку. Предварительно краску я уже отколеровала в темный бордовый цвет. Перед началом покраски еще раз проверьте всю поверхность, чтобы не было на ней царапин и дефектов. Если такие есть, то можете посмотреть мое видео по ссылочке выше. Там я показываю, как делать песок на не очень ровную поверхность. При выборе используйте более блестящую краску, не глубоко матовую, так как по ней в дальнейшем песок легче раскатывается. Набираю краску. Краска нанесена, теперь подождем часа полтора, а потом самое интересное — нанесение песка. Наша краска полностью высохла, теперь будем наносить песок по диагонали. Чтобы сохранять диагональ ровной по всей поверхности, лучше воспользоваться лазерным нивелиром либо обычным малярным скотчем. Беру скотч, наклеиваю на поверхность. Задали основное направление рисунка. Теперь будем наносить песок в два цвета. Основной будет цвет светло-серый. Беру его. Наносить песок буду с помощью кисточки со смешанной щетиной. Первые мазки я делаю плоской частью кисти, введя их в одну и в другую сторону. Материал я использую по составу с песком. Есть еще такие же варианты декоративной штукатурки, но уже с содержанием стеклянных микросфер. Они выглядят немного по-другому и в нанесении чуть сложнее. Убираем излишки с кисточки в стакан. Разбиваем в разные стороны песок, там, где он скопился, имитируя как бы этим полосы. Как будто он хаотично нанесен. Где-то полупрозрачно, а где-то есть небольшие наплывы. Нанесли небольшой участок. И пока материал еще не высох, с помощью кисточки разгоняйте песчинки по всей поверхности, формируя нужный узор. Как только вы добились необходимого результата, откладываем кисть и переклеиваем малярный скотч. Также начинаю торцом кисти наносить горизонтальные линии. Начинаю от места стыка, то есть там, где был малярный скотч. И как видите, за счет скотча нет видимого перехода границы между сухим и мокрым материалом. Разбиваю рисунок на небольшие полосы, чтобы слегка просвечивала основа контрастного цвета. На это можно ориентироваться. Песчинки в этом материале крупные и хорошо катаются по поверхности, формируя достаточно крупный узор. Также наносим до малярного скотча. Видите, как легко прокатывается песок по поверхности. Это за счет того, что краска была не шершавая, достаточно гладкая и не очень матовая. По ней хорошо прокатывается песок и не застревает на поверхности.
Закончили делать второй участок. Снимаем скотч, он нам больше не понадобится. Мне остался совсем небольшой участок, поэтому делаю его без скотча. Также параллельно веду кисточкой. Опять снимаю излишки с кисти и формирую рисунок. Разгоняю песчинки в разном направлении. Делаю такой хаотичный рисунок. Сформировала рисунок. Заполняю дальше оставшийся кусочек. Заполняю последний участок. И осталось сформировать рисунок на нем. Закончили наносить первый цвет. Теперь берем второй и наносим его уже местами. Вторым слоем я буду добавлять песок цвета морской волны в те места, где не хватает песочка после первого слоя. И наносить этот песок я буду более узкой кистью. Предварительно лучше песок разбавить водой. Стараюсь наносить как можно хаотичней, делая ломаные линии. Теперь опять убираю лишний песок с кисточки и начинаю растирать голубой песок. Я слегка растушевываю этим цвет, чтобы он нежно переходил в основной. Время от времени отходите на пару метров от стены, чтобы видеть то, что у вас получается. Там, где не хватает полос, можно всегда их добавить. Я закончила наносить второй слой песка. Теперь дождемся полного высыхания поверхности. Я сниму скотч с краев образца и подведем итоги. Образец декоративного материала мне нравится. Нанесение простое и избавляет вас от главной сложности при работе с таким материалом, который заключается в том, что край нанесенного участка подсыхает, и когда вы продолжаете нанесение дальше, в этом месте стыка остается пятно. В нашем случае декоративный песок наносится по горизонтали, и это пятно, если оно появится, будет дублировать направление всего рисунка, а значит не будет заметно. Это самый простой способ нанесения данного декоративного материала. Тут главное придерживаться заданного направления рисунка. Для этого на объектах я использую лазерный нивелир с возможностью блокировки луча и штатив, на котором выставляю необходимый градус наклона. Это ускоряет процесс нанесения и не приходится переклеивать малярную ленту с места на место, выдерживая 1 градус наклона. И уж точно не стоит надеяться на глаз алмаз. Угол обязательно начнет заваливаться, и финишный результат будет не тот, что планировался. Если первый слой песка нанесли ровно, то добавить полосочки вторым слоем труда не составит. Образец получился светлым, с хорошим глянцем, легко переливающимся в лучах света. Узор, собранный из миллиона песчинок, хорошо заметен и придерживается единого направления. Хаотично разбросанный песок выглядит естественно. Кажется, что это творение не рук человека, а сильных порывов ветра или морских волн. Сквозь серебристо-серый местами чуть просвечивает бордовый цвет. Это добавляет глубины и разнообразия оттенков. Дополнительные линии, нанесенные в цвете морской волны, смотрятся уместно и дополняют общую картину.
Они прикрыли слишком глянцевые серебристые участки и добавили своеобразную изюминку. На сегодня все. Спасибо, что следите за моим творчеством. Всем здоровья и удачи!